Горе в большинстве случаев сказывается на людях и заставляет их принимать отчаянные решения. Именно в такой ситуации оказался Джейкоб после смерти своей любимой дочери. С опухшими от слез глазами он решил проверить свой телефон, на котором была включена камера в гробу его дочери. Он так сильно скучал по ней и хотел увидеть ее в последний раз. Но то, что он увидит, станет величайшим потрясением в его жизни. Джейкоб был ветераном. Он с честью служил своей стране, поэтому ушел со службы с достоинством. К сожалению, во время прохождения срочной службы он потерял ногу, но не позволил своей инвалидности лишить его чувства человечности и не позволил ей помешать ему осуществить свои мечты. После службы Джейкоб решил заняться недвижимостью, и это решение принесло ему финансовый прорыв, к которому он отчаянно стремился. Джейкоб хотел жить в комфорте и роскоши. Он хотел быть богатым, чтобы иметь возможность заботиться о людях, которые были для него всем на свете. И, конечно же, его жена Диана возглавляла этот список. Диана была любящей, заботливой и послушной женой. Так было до тех пор, пока Джейкоб не потерял ногу. После трагического инцидента она внезапно стала бессердечной, и ее чувства к нему почти исчезли. На людях она притворялась заботливой и любящей, но всякий раз, когда они оставались наедине, она снова становилась холодной, и ей было наплевать на его чувства. Правда в том, что она потеряла то влечение, которое испытывала к Джейкобу в тот момент, когда он потерял ногу. И даже после того, как у него появилась искусственная нога, это все равно не изменило ее отношение к мужу. Она жаловалась своим друзьям, и они советовали ей потерпеть, пока она не найдет вариант получше. Вскоре терпение Дианы лопнуло, и она тайно начала подавать на развод. Но в это время бизнес Джейкоба в сфере недвижимости внезапно пошел в гору, и он заключил многомиллионную сделку, которая изменила всю их жизнь за секунду. Увидев, что Джейкоб стал богатым, Диана передумала с разводом. Конечно, ее бесила его травма, но она была по уши влюблена в его деньги и решила остаться. Из враждебной и недружелюбной она внезапно превратилась в заботливую, любящую и понимающую. А Джейкоб, который был безумно влюблен в свою жену, не мог уловить разницы. Он не понимал, что она разлюбила его и просто мирилась. Или, может быть, Диана просто была хорошей актрисой. Но шли дни, и она понимала, что приходится мириться со все большим количеством вещей. Например, когда Джейкобу требовалась помощь по дому, ей приходилось выполнять его поручения и даже возить его на машине. Все это она терпела и делала с фальшивой улыбкой на лице. Но когда Джейкоб сказал ей, что хочет усыновить ребенка, она перестала притворяться и испугалась. «Я уже говорила тебе, я не хочу ребенка. Я не люблю детей. Зачем это делать?» — сердито закричала она, сделав акцент на его ногу. Не обращая внимания на непристойные слова, которые она сказала о его ноге, Джейкоб сказал: «Дорогая, я говорю о дочери моего лучшего друга, Кэтрин. Теперь она сирота. Мы должны забрать ее к себе». Бедная Кэтрин, которой было всего 4 года, потеряла своих родителей в результате несчастного случая, и поскольку Джейкоб не хотел, чтобы ее отдали в детский дом, он решил удочерить ее. После долгих уговоров Диана в конце концов сдалась, и пара начала процесс усыновления, который прошел довольно быстро и гладко. И через несколько дней они официально удочерили маленькую девочку. Когда Кэтрин появилась в их доме, все как будто ждали ее. Она принесла с собой немного солнечного света. Джейкоб очень любил ее. Она была милой девушкой и отличалась веселым поведением. Однако, когда она подходила к Диане, ее всегда встречали холодным взглядом. Видя реакцию женщины, маленькая девочка плакала и бежала к Джейкобу. «Не волнуйся, детка. Просто у мамы плохое настроение. Ты можешь поиграть с ней завтра, хорошо?» — часто говорил Джейкоб Кэтрин. Одна из причин, по которой Диана обижалась на Кэтрин, заключалась в том, что Джейкоб, казалось, перенес всю свою привязанность к ней на Кэтрин. Она заметила, что Джейкоб больше не выпрашивал ее внимания, как раньше, и даже перестал покупать ей подарки. У нее началась паранойя. Может быть, он разгадал ее притворство? Могло ли быть так, что он каким-то образом понял, что она больше не заботится о нем и просто терпит этот брак?
Она стала настолько параноидальной, что даже начала думать, что Джейкоб тайно подает на развод. Она знала, что если они когда-нибудь разойдутся, ей конец. Поэтому она решила изменить свой образ жизни. Диана стала более привязанной к Кэтрин даже в отсутствие Джейкоба. Она была уверена, что таким образом привлечет внимание мужа. И эта идея сработала. Джейкоб был рад видеть, что Диана полюбила Кэтрин, и снова начал покупать ей много подарков. Когда Кэтрин исполнилось 5 лет, Диана изо всех сил старалась устроить вечеринку по случаю ее дня рождения. Кэтрин была так счастлива. Вскоре она начала называть ее мамой, точно так же, как называла Джейкоба папой. Джейкоб подарил Кэтрин особый подарок на ее 5-й день рождения. Это была кукла с фотоаппаратом. Он не знал, что у куклы есть фотоаппарат, пока продавец не объяснил ему, что в правом глазу куклы есть камера. Продавец также предложил настроить его телефон так, чтобы он мог просматривать то, что снимала камера. Кэтрин не могла сдержать радости, когда увидела свою куклу. Никто не мог разлучить ее с любимой игрушкой. Казалось, все было идеально, пока однажды Джейкобу неожиданно не позвонили на работу и сообщили, что у Кэтрин случился сердечный приступ. Не теряя времени, он бросился к своей машине и поехал в больницу, куда ее доставили. К своему большому удивлению, когда он добрался туда, то увидел плачущую Диану. «Все произошло так быстро. Я ничего не поняла. Наша малышка ушла от нас», — прошептала Диана. Потом она заплакала и сказала, что им нужно немедленно похоронить девочку. И Джейкоб, который в тот момент плохо соображал, согласился. Так что бедную Кэтрин немедленно похоронили вместе с ее куклой. В ту ночь Джейкоб не мог уснуть. Не находя покоя, он лег на диван в гостиной. Именно тогда он решил посмотреть на последние минуты жизни своей дочери и в последний раз увидеть ее в гробу. Дрожащими руками он достал свой телефон, но то, что он увидел, потрясло его до глубины души. Прямо там, в гробу, он увидел, как Кэтрин гладит свою игрушку. Охваченный страхом, Джейкоб издал пронзительный крик, напугав Диану, которая крепко спала в спальне. Диана бросилась выяснять, в чем дело, но прежде чем она успела добраться до гостиной, Джейкоб уже взял ключи от машины и на огромной скорости помчался к могиле. Оказавшись там, он вырыл могилу, вытащил гроб и откинул крышку. Кэтрин только успела улыбнуться, прежде чем потеряла сознание. Джейкоб быстро отвез свою дочь в больницу, где ее состояние немедленно стабилизировалось. На следующее утро Джейкоб вернулся домой вместе с Кэтрин, и Диана не смогла скрыть своего потрясения, когда увидела девочку живой. Она приняла ее за привидение, но, оправившись от шока, бросилась к маленькой девочке и притворилась счастливой. Но прежде чем она успела к ней прикоснуться, Джейкоб оттолкнул ее, сказав: «Твоя игра окончена. Я не могу поверить, что жил с тобой. Ты дьявол и притворщица». Перед тем, как Джейкоб посмотрел видео с Кэтрин в могиле, он увидел клип, в котором Диана дала Кэтрин проглотить большую дозу снотворного. Затем, спустя несколько минут, маленькая девочка упала, и Диана начала звать на помощь. Когда они добрались до больницы, ее ошибочно признали мертвой. «Как ты могла так поступить? Я же оформил на тебя недвижимость. Ты видела мое завещание? В нем упоминались вы с Кэтрин. Ты не должна была причинять вред невинному ребенку», — прокричал Джейкоб. И тут он сказал то, чего Диана никогда не думала услышать. «Долгие годы я притворялся дурачком. Я знаю, ты давным-давно разлюбила меня только потому, что я потерял ногу. Но ты продолжала притворяться. И я также продолжал верить и надеяться, что ты начнешь новую жизнь. Я действительно верил, что в тебе осталось что-то хорошее. Я действительно любил тебя. Но больше мы не можем жить как муж и жена. Пожалуйста, покинь мой дом прямо сейчас», — сказал Джейкоб, доставая из сумки документы о разводе. «Я хранил это письмо о разводе много лет. Я действительно усердно молился, чтобы мне никогда не пришлось отдать его тебе. Пожалуйста, уходи немедленно, или я вызову полицию, и ты предстанешь перед законом». Испытывая стыд и глубокое сожаление, Диана вышла из дома. Она поняла, что ее жизнь навсегда разрушена, и Джейкоб был единственным человеком, который по-настоящему ее любил. Так печально, что мы не осознаем ценность человека, пока не потеряем его.
Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Джейкоба? Подали бы на развод или простили бы свою жену? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.